Кто из пенсионеров получит 2500 евро от федерального правительства? Работали десятилетиями, а пенсии не хватает? В таком положении находятся сотни тысяч пенсионеров в Германии. Если вы относитесь к их числу, государство всеобщего благосостояния предлагает различные формы помощи, такие как Grundsicherung и Wohngeld. В 2023 году будет добавлена еще одна – фонд помощи нуждающимся пенсионерам ГДР. Всем привет, вы находитесь на канале Переселенец, и сегодня я вам об этом расскажу. T-Online объясняет, кто может использовать новый фонд помощи нуждающимся для пополнения своей пенсии, на какую сумму можно рассчитывать и как именно работает заявка. Фонд помощи предназначен для трех различных групп нуждающихся людей. Пенсионеры, которые провели значительную часть трудовой жизни в бывшей ГДР и чей доход близок к Grundsicherung. Поскольку выплаты не были переведены в федеральную немецкую систему, еврейский контингент беженцев из бывшего Советского Союза, репатрианты из числа этнических немцев, которые значительную часть своей трудовой жизни провели за рубежом в регионе происхождения и находятся на грани бедности. В особых случаях при пенсионном переходе с востока на запад вам полагается единовременная выплата только если вы родились до 2 января 1952 года. Обязательным условием для репатриантов из числа этнических немцев является то, что вы были приняты в Германию до 1 апреля 2012 года и на тот момент вам было не менее 50 лет. Для беженцев еврейского контингента возрастной ценз ниже. Вам должно было быть не менее 40 лет, если вы перебрались в Германию до 1 апреля 2012 года. Федеральное правительство перечисляет, кто именно должен проверить свое право на льготы. К таковым относятся работники немецкой почты или медицинских и социальных служб, ухаживающие за членами семьи, вынужденными отказаться от работы, работники, занятые на горных работах в сфере карбохимии, обогащения бурого угля, проживающие по служебной необходимости за границей с супругом или супругой, который оставил прежнее место работы, разведенные по законодательству ГДР, имеющие хотя бы одного ребенка после чем не менее 10 лет брака, артисты балета в качестве компенсации за балетную пенсию, обещанную ГДР, поздние репатрианты, еврейские иммигранты из бывшего Советского Союза и их родственники. Сколько денег? Вы можете рассчитывать как минимум на единовременную выплату в размере 2500 евро. Федеральное правительство наделило фонд активами в размере 500 миллионов евро. Ответственным органом является Федеральное министерство труда и социальных дел. У федеральных земель есть время до 31 марта 2023 года, чтобы принять участие в проекте. Если они присоединятся, то единовременная выплата увеличивается до 5000 евро. В новых федеральных землях право на увеличенную единовременную сумму имеют все группы лиц. В старых федеральных землях только беженцы еврейского контингента и поздние репатрианты. Выплаты начнутся не раньше апреля 2023 года. Однако деньги не поступят автоматически, необходимо подать заявление. Как подать заявление? Бланки заявлений можно скачать на сайте Федерального министерства труда и социального обеспечения. Также вы можете запросить их в офисе фонда помощи нуждающимся, либо по электронной почте. Крайний срок подачи заявок 30 сентября 2023 года. Помимо личной информации, такой как имя, дата рождения и адрес, вы также должны ввести данные о своем пенсионном праве. В принципе, единовременная сумма может быть выплачена только в том случае, если ваш доход после вычета взносов на страхование здоровья и долгосрочного ухода составляет менее 830 евро нетто в месяц на 1 января 2021 года. Для этого к заявлению необходимо приложить доказательства, например, выписку с банковского счета с января 2021 года или первую страницу уведомления об утверждении пенсии и уведомления о корректировке пенсии с июля 2021 года. Если вы имеете право на базовую добавку к пенсии, это уведомление также является частью заявления в фонд помощи нуждающимся. Ну вот и все, вот такая была сегодня полезная новость. Я думаю, что для кого-то из вас она оказалась полезной. Ставьте обязательно лайк этому ролику, делитесь этим роликом со своими друзьями, знакомыми. Подписывайтесь обязательно на канал. Ну а я вам всем желаю хорошего настроения и всем пока!